Друзья, всех приветствую! В этой серии видео мы с вами напишем приложение на Vue.js 3, приложение аналог Твиттера с какими-то записями, с возможностью эти записи сортировать либо по дате, либо по количеству лайков, и также с Markdown разметкой, то есть, например, да, фонд bold. Ну и давайте что-нибудь еще сюда добавим, например, h2 заголовок, и добавим что-нибудь по типу теста. Появился H2 заголовок текущий, и при этом текст раскрасился, точнее поменялось его начертание. Также генерируются случайные аватарки при помощи стороннего сервиса. Да, все твиты точно так же сохраняются, есть возможность их лайкать, ну и также есть сортировка. В этом видео мы с вами поговорим о том, что мы будем делать и как мы это будем делать. И в принципе стартанем тоже в этом видео, то есть мы напишем некий прототип. Но вначале давайте поговорим о том, как мы будем это писать и с чего мы начнем. Начнем мы максимально по-простому, просто возьмем HTML файлик, подключим туда файлик JavaScript, разберемся с основами Vue.js, напишем основную часть текущего приложения. При этом мы это сделаем без Vue.CLI, без каких-либо других инструментов. То есть это хорошо по двум причинам. Первая причина это то, что у нас будет максимально легкий старт, и вы, в принципе, даже если никогда с вьюшкой не работали, сможете легко разобраться в том, что мы будем писать и что вообще происходит. И второй хороший момент, вы посмотрите, как используется Vue.js верстки. Потому что зачастую вам будут прилетать заказы на фрилансе, где будет уже какой-то готовый сайт или готовое приложение, и вам туда нужно будет впихнуть, например, какой-нибудь слайдер, либо какую-нибудь модалку, там поп-ап список и так далее. И это будет хороший пример того, как можно просто взять, подключить вьюшку, создать какой-то идентификатор и по этому айдишнику что-то сделать. Далее у меня по планам во втором видео установить Vue.CLI и перенести все приложение на Vue.CLI. Здесь опять же есть несколько классных моментов, то есть, во-первых, вы посмотрите, как перенести какое-то приложение на Vue.CLI, во-вторых, вообще в принципе разберемся, что такое Vue.CLI, как работать с компонентами, ну и сразу же станет понятно, зачем нужны Vue.js компоненты, потому что в текущем видео мы с вами опять же начнем, но мы рано или поздно упремся в некий потолок расширяемости, так сказать, потому что приложение достаточно тяжело расширять, если в нем нету Vue.js компонентов. Писать все в одном файлике JavaScript это немножко неудобно, поэтому мы с вами вот опять же во втором видео все это перенесем на Vue.CLI. И в третьем видео мы с вами будем разбираться с Composition API, потому что все это время, да, на протяжении первого и второго видео мы с вами будем писать в Options API, то есть это тот API, который работал во Vue.js 2. И начиная, ну опять же у меня по планам с третьего видео, мы с вами начнем писать в Composition API. И полностью перепишем Options API на Composition API. Тем самым вы посмотрите, как работает Composition API, как переписать Options API на Composition в том числе, ну и просто для себя решите, что вам больше нравится, Options API или Composition API. Если вы из этого ничего не поняли, что такое Composition API, что такое Options API, то это абсолютно нормально, просто во Vue.js 3 есть да, две возможности того, как вы можете писать код. И да, то, как вы можете общаться с самой вьюшкой. То есть это либо по старому API, либо по новому. Но здесь важный момент заключается в том, что и старый API, и новый API, они прекрасно работают во Vue.js 3. Но будущее, конечно, за Composition API, потому что это невероятно красиво и удобно. Мы с вами к этому перейдем в третьем видео. И перед тем, как мы начнем, у меня к вам будет небольшая просьба поставить текущему видео лайк, написать что-нибудь в комментариях, потому что это единственный способ, как продвинуть видео. Потому что последний раз я публиковал какое-то видео на YouTube канал 1,5, может быть даже 2 года назад. Поэтому текущее видео, ну и в принципе текущий курс это некое возвращение. У меня по планам теперь записывать что-то на YouTube как можно чаще. И по этой причине я решил начать с чего-то простого, то есть с какого-то такого приложения, потому что в дальнейшем, конечно, будет намного больше всего интересного, поскольку текущий курс это больше все-таки такой разогрев, так сказать. Теперь мы с вами можем начать. Единственное, давайте все позакрываем. И начнем мы с вами опять же максимально по-простому. То есть давайте просто создадим новую папку, я ее назову тукод YouTube. Ну и название текущего приложения в Twitter, потому что, ну опять же, сокращение от вьюшки. И дальше Twitter, потому что мы с вами пишем приложение, ну некий аналог Twitter. И дальше я буду использовать VS Code, но на самом деле разница от того, что вы будете использовать VS Code или, например, какой-нибудь Sublime текст и так далее, ее нету. То есть можете использовать то, что вам больше нравится. Дальше здесь можно создать два файлика. То есть первый файлик это файлик index.html.
И второй файлик — это файлик app.js. Также, поскольку мы с вами не работаем пока что с Vue.CLI, с Webpack и так далее, то нам нужно будет вручную следить за изменениями в текущем файле. Поэтому можно просто текущий файлик HTML переместить в браузер для того, чтобы далее обновлять страничку и наблюдать за тем, какие изменения у нас происходят в приложении. Также давайте сразу же откроем консоль, потому что консоль нам поможет убедиться в том, что мы с вами все подключили верно и так далее. Здесь я развернул HTML-шаблон при помощи восклицательного знака. Если у вас такое не произошло, то вы можете просто перейти в статью под этим видео. Там будет весь исходный код, в том числе и вот этот вот пустой шаблон, с которым вы можете начать работать. Здесь единственное, давайте изменим title, например, на Vue.js App. И точно так же подключим через тег скрипта. Обратимся к HTTPS package.com и дальше /view. То есть это CDN вьюшки, и здесь тот момент, на который я хотел обратить внимание, то что если просто написать https package.com/view, то подключается вторая версия Vue.js, то есть версия 2.6.12. Но на самом деле нам нужна третья версия вьюшки. Для того, чтобы подключить третью версию, нам нужно будет прописать собака next. Но опять же, на текущий момент нужно обязательно дописывать собака next. То есть, если вы это видео смотрите спустя месяца 4-5, то в таком случае, может быть, там что-то изменилось, и собаку next прописывать не нужно. Но сейчас, да, собака next, она делает редирект на третью версию и подключает самую последнюю стабильную версию вьюшки, да, которая уже от третьей версии. То есть на текущий момент это 3.0.11. При этом подключать точно так же глобальную версию Vue.js 3. То есть глобальная версия, она показывает очень много комментариев и так далее. Но для нас это опять же плюс, потому что мы с вами будем видеть все ошибки и предупреждения сразу же в консоли, потому что подключаем глобальную версию. Плюс ко всему мы с вами можем получить доступ к вьюшке при помощи ярлычка. Здесь, если обновить страницу, то можно получить сообщение о том, что мы с вами успешно подключили Vue.js, и также о том, что мы используем с вами Vue.js в development моде, то есть в моде при разработке. Он нам также говорит тут предупреждение о том, что если мы это будем заливать все в продакшн, то нам нужно изменить подключаемый файлик, потому что текущая версия, она все-таки для продакшна не годится, но она очень хороша для разработки. Также давайте через TextScript подключим главный файлик app.js. Давайте здесь даже что-нибудь в консоли log напишем. Ну, например, напишем view. Потому что, опять же, вот этот ярлычок, это тот ярлычок, который мы подключаем, точнее, получаем при помощи того, что подключаем Vue.js глобально. Соответственно, если мы посмотрим, то вот у нас вся вьюшка. Вот ее функции, параметры и так далее. Здесь нам интересна одна функция, а именно функция create app. Давайте ей сейчас воспользуемся и создадим приложение. Для этого мы обращаемся к ярлычку view, пишем create app. И дальше, на самом деле, можно прямо здесь начать описывать приложение, то есть то, как оно будет выглядеть и так далее. Но такой вариант не очень удобен, чтобы прям сразу же функции описывать приложение, потому что мы с вами потом будем подключать роутер, какие-нибудь другие библиотеки и так далее. Поэтому лучше в самом начале пойти более правильным путем и создать константу app, и здесь уже начать описывать приложение, то есть в отдельной константе. Потому что такой вариант будет намного проще в дальнейшем. И тогда в функцию create app, вместо того, чтобы передавать сразу же все приложение, мы с вами просто передадим текущую константу, в которой уже будем описывать это самое приложение. Также здесь есть еще один момент. Момент заключается в mounted. То есть нам нужно вмонтировать приложение в какую-то область видимости. То есть нам нужно будет с вами создать какой-нибудь идентификатор, ну, например, ID-шник app, в котором будет Vue.js приложение. То есть давайте я вам сейчас покажу, и далее уже сразу же все станет понятно. То есть смотрите, если мы с вами сейчас попробуем что-то описать, то есть, например, напишем title, ну и давайте напишем Vue Twitter, и попробуем сейчас этот title вывести где-нибудь здесь, и далее попробуем вывести его в идентификаторе app, то смотрите, что у нас получилось. У нас
Первый тайтл, который мы писали, он даже не вывелся, а вот второй тайтл, который мы написали в идентификаторе app, он прекрасно отработал. Вьюшка, вот эти вот фигурные скобочки прогнала, так сказать, через себя и сразу же поняла то, что да, мы при помощи вот этих фигурных скобок обращаемся к дейте и пытаемся что-то оттуда вызвать. Но на самом деле мы можем обращаться ко многим вещам через эти фигурные скобки, но в данном случае она просто посмотрела на дейту и вывела, да, текущий тайтл. То есть это то, что мы с вами сейчас сделали. То есть мы с вами обратились к вьюшке, создали, да, приложение и дальше через mounted вписали его в некоторую область видимости, то есть в текущий идентификатор app. И только в текущем идентификаторе app мы с вами сейчас можем описывать текущее приложение. И здесь, кстати, такой вот вариант, он очень удобен для верстки. То есть, например, если у вас есть, да, какой-нибудь хедер с какими-нибудь, да, дополнительными классами, то вы можете точно так же создать идентификатор меню, после чего создать точно так же второе приложение, да, и здесь просто через mounted вмонтировать некое приложение уже в готовый, например, лендинг. И это один из вариантов того, как использовать Vue.js верстки. То есть у вас просто уже готовый лендинг, вы просто делаете какие-нибудь идентификаторы и дальше в плавном файле JavaScript вмонтируете что-то и пишете логику под какое-либо приложение. То есть это просто один из примеров того, как можно очень легко и комфортно использовать Vue.js верстки. Можно сделать так, чтобы у вас определенные части какого-то сайта работали, например, на Vue. Давайте теперь создадим форму, потому что нам с вами нужно будет как-то отправлять твиты. Здесь давайте с вами создадим текстарию. Единственное, вот все вот эти вот дополнительные атрибуты нам будут не нужны. Нам единственное, что нужно будет написать, это required. Можно будет какой-нибудь placeholder точно так же написать по типу и какую-нибудь кнопку для того, чтобы этот твит отправить. Мы с вами в дальнейшем будем писать модальные окна, и эту форму мы с вами перенесем в модальное окно, но на первое время такой вариант более чем нас устроит. Так вот, смотрите, мы с вами написали форму, то есть создали текст-арию, создали кнопку. Если мы посмотрим, то вот она, текущая форма. Единственное, давайте сделаем ее чуть-чуть покрасивее. Опять же, мы с вами дизайном займемся позже. Вот теперь все выглядит чуть-чуть красивее, но сейчас есть один момент, то есть этот момент заключается в том, что эта форма, она по сути статическая, то есть это никакая не динамика, в ней ничего такого нету, поэтому давайте мы с вами это исправим. Для этого создадим новое значение в дейте, назовем его как item, и оно будет пустой строкой. А далее мы с вами через vModel занесем это значение в текущую текст-арию. Тем самым мы с вами как бы связали вот это вот значение в дейте с тем значением, которое мы с вами будем писать в текст-арии. То есть простыми словами это говорит о том, что если мы с вами что-то пишем в текст-арии, то мы автоматически заносим это в текущее значение. То есть давайте в этом убедимся и сразу же после формы попробуем вставить через фигурные скобки item, обновим страничку. И попробуем что-то сюда написать. То есть сейчас, если мы что-то пишем в форму, то у нас автоматически эти значения заносятся в дейту и дальше начинают рендериться. То есть здесь у вас может появиться вопрос, а зачем вообще это нужно делать? Зачем вообще это в принципе делают? На самом деле по одной простой причине. То есть мы с вами сейчас сделали так, что текущее значение айтема является динамическим. Соответственно, сейчас мы можем брать вот этот вот айтем и заносить его куда-то в общий массив, чтобы потом в дальнейшем это точно так же отрендерить. Более того, если мы работаем с ним динамически, то мы можем, например, его сбрасывать и так далее. То есть давайте я вам лучше сейчас это все покажу. То есть давайте как самый простой вариант мы с вами подвесим обработчик клик. То есть когда будет происходить клик по кнопке, то мы с вами будем что-то вызывать. Например, будем вызывать метод onSubmit. И сейчас здесь мы с вами опишем метод, в котором напишем onSubmit. И давайте пока что мы с вами просто в консоль log выведем этот самый item. Единственное, не забываем про эту приставку this, потому что this это контекст, на который мы должны с вами ссылаться. Так вот, если мы сейчас с вами попробуем что-то написать и сделать submit, то мы с вами получили в консоль, да, какое-то значение, но единственная форма перезагрузилась, потому что это стандартное поведение HTML форм. Но на самом деле мы можем с вами это исправить, например, написать prevent default, обращаясь к ивенту, и в таком случае у нас форма перезагружаться не будет. То есть если мы с вами что-то отправляем в консоль, то мы получаем с вами новые значения. И сейчас вот эти вот значения мы с вами можем, да, куда-то пушить, что-то с ними делать и так далее.
И это все благодаря тому, что у нас с вами да, привязано вот это значение из TextArray с тем значением, которое у нас есть в дейте текущего приложения. То есть именно поэтому мы с вами занимаемся вот этим вот vModule и прописываем его. Но сейчас есть один важный момент, то что смотрите, мы с вами делаем да, submit, и у нас постоянно отправляется пустая строка. И этот момент заключается вот в этом вот обработчике. То есть, когда мы с вами работаем с формой, то мы с вами можем иметь да, некий набор преимуществ, которые нам дает форма. Ну, например, автоматическую валидацию по типу required, когда мы на какие-то инпуты, TextArray и так далее прописываем required. Но если мы с вами работаем да, через обработчики на клик и так далее, то мы с вами теряем вообще все преимущества формы. В том числе мы с вами теряем да, нажатый Enter. Потому что на самом деле, если мы с вами нажимаем Enter, то у нас сообщения должны точно так же отправляться, потому что это форма. Поэтому работать через клики на самом деле не очень удобно в случае, если мы работаем с вами с формами. Поэтому во Vueшке есть замечательный способ работы с формами, а именно способ submit. И здесь, если мы с вами просто напишем submit и передадим сюда название того метода, который мы хотим вызвать, то в принципе все будет плюс-минус работать. Но единственное, мы с вами можем удалить вот этот вот prevent default. То есть это мы отменяли стандартное поведение формы, и вместо этого написать его здесь. То есть добавить некий модификатор и написать prevent. Вместо того, чтобы писать это там, намного проще это просто как модификатор указать здесь. Теперь смотрите, какая большая разница. Теперь мы с вами работаем уже с формой. И сейчас, например, срабатывает стандартная валидация формы, и нам говорится о том, что текущая TextArray является обязательной. При этом, если мы ее заполняем, то у нас все прекрасно отправляется в консоль. Давайте теперь настроим сброс. То есть, если у нас сработал метод onSubmit, то мы с вами можем написать что-то по типу reset и thisItem приравнять к пустой строке. Ну и в принципе, зачем нам ее в консоль выводить. То есть теперь смотрите, когда мы что-то в форму вбиваем, нажимаем отправить, она у нас автоматически подчищается. Потому что мы опять же с вами связали вот этот вот item вместе с тем, что мы с вами писали здесь при помощи vModule. Соответственно, мы можем эти значения сбрасывать. Точно так же мы можем эти значения куда-то пушить. Например, обратиться к thisItems, то есть мы уже обращаемся к текущему массиву, и далее мы с вами воспользуемся push и будем пушить новые элементы в массив. А пушить мы с вами будем thisItem. Да, push мы должны сделать перед тем, как мы делаем reset. Иначе мы с вами будем пушить пустые элементы. И теперь давайте вместо текущего айтема мы выведем весь массив items. И давайте обновим страничку, попробуем что-нибудь сюда вписать. То есть опять же, сейчас у нас просто пустой массив. Как только мы начинаем сюда что-то добавлять, у нас автоматически пушатся элементы, и точно так же да, срабатывает reset. При этом это просто массив, и по-хорошему нам нужно было бы его отрендерить. Поэтому здесь мы с вами можем создать обычный UL, также создать лишки, то есть это будет список, и по этим лишкам мы с вами воспользуемся vForm. То есть это то, что предоставляет нам Vue.js. И здесь мы с вами создадим некий ярлычок, укажем то, по чему мы хотим проходиться. Мы хотим с вами проходиться по items. Далее в лишке мы с вами обращаемся к текущему ярлычку, так сказать, который мы сейчас написали. Да, единственное, давайте вот так вот сделаем. Давайте просто посмотрим, что у нас получится, а дальше поговорим, что мы сделали и что мы сделали не совсем правильно. У нас с вами рендерятся все элементы. То есть, если мы посмотрим, то вот он у нас UL, и дальше у нас есть с вами элементы. А здесь что мы написали? Мы с вами воспользовались vForm, который нам предоставляет Vueшка, сказали о том, что мы хотим проходиться по items. Vueшка нашла эти items в текущей дейте. И далее мы сказали о том, что мы хотим с вами каждый единичный элемент отрендерить здесь. То есть мы это сделали при помощи текущего ярлычка tweet. Но здесь есть один момент, про который нам Vueшка на самом деле не говорит. Но этот момент заключается в том, что если мы с вами создаем два одинаковых элемента, то есть, например, 1, 2, 3 и 1, 2, 3, то Vue идет по наибольшему пути производительности, и она эти элементы не будет рендерить по новой. То есть она будет брать старый элемент 1, 2, 3 и просто его, да, так сказать, клонировать. На самом деле в этом нет ничего плохого, и иногда это даже большой плюс с точки зрения производительности. Но мы с вами хотим сделать так, чтобы каждый твит
был уникальным. Потому что такой пример, он хорошо бы работал, если бы мы бы там с вами какие-то статические списки выводили и так далее, тогда бы нам, в принципе, ни о чем заморачиваться не нужно было бы. Но если мы хотим сделать так, чтобы у нас каждый элемент был уникальным, то нам нужно добавить ключ. Опять же, сейчас вьюшка нам не говорит об ошибках. Я, кстати, не знаю почему, но если бы мы с вами работали бы с Vue CLI, с веб-паком и так далее, то нам бы сразу же бы прилетела ошибка, потому что мы не задаем ключ. Так вот здесь, как ключ, нам нужно задать какой-то уникальный элемент, по которому вьюшка будет определять, уникальный ли элемент в массиве или нет. Ссылаться на твит здесь мы не можем, потому что он не всегда будет уникальным, поскольку мы сейчас с вами написали 1, 2, 3 и 1, 2, 3. Соответственно, это не может быть как ключ, потому что твиты имеют свойство повторяться, и один человек может написать 2 и более уникальных твита. Поэтому здесь мы как второй параметр можем взять индекс. На самом деле здесь абсолютно без разницы, как мы его напишем. Просто текущий индекс это будет уже действительно что-то уникальное. И если мы попробуем текущую I сюда вывести и сохраниться, то сейчас, если мы попробуем что-то сюда написать, то текущий параметр уже является уникальным. При этом сам item, он не является уникальным. То есть это большое отличие, которое можно понять, если как следует поработать с вьюшкой. То есть сейчас я вам просто дал некую основу, к которой стоит стремиться. И здесь опять же без разницы то, как вы это назовете. То есть I или индекс и так далее. Главное то, чтобы это было вторым параметром. Потому что второй параметр в форах это практически всегда индекс. Сейчас есть одна большая тоже, так сказать, проблема. То, что мы с вами работаем со строками. На самом деле, если бы вы работали на реальном проекте, то вы бы навряд ли вообще когда-либо работали со строками в массиве. Потому что обычно со строчками здесь не работают. Здесь работают с объектами. И здесь давайте пока что просто создадим body, например, как 1, 2, 3. Хотя давайте лучше что-нибудь более внятное напишем, например, hello view 3. Точно так же давайте выведем дату. Как дату давайте просто напишем сейчас new date. Дальше сделаем date now. Единственное, вот таким вот образом. Мы, в принципе, все равно это потом по-нормальному напишем. И давайте ее преобразуем в строку, для того, чтобы она хоть как-то читалась. Также давайте это все продублируем и напишем здесь еще один элемент, например, hello world. И если мы сейчас посмотрим, то у нас с вами есть уже массив с объектами, и объекты уже выглядят как-то более реально для работы, нежели чем строки. При этом здесь в рендере у нас точно так же рендерятся объекты, потому что сейчас мы с вами формально вот этот твит, он ссылается на элемент массива и в данном случае на объект. Поэтому здесь мы с вами можем сослаться на body. Потому что в каждом текущем элементе есть такой параметр, как body, соответственно, мы можем на него ссылаться. Ну и если мы обновим страничку, то вот у нас hello view 3, hello world. Единственное, новый пуш нам, конечно, ничего хорошего не даст, потому что у нас с вами в объекты пушится новая строка. Здесь нам нужно сделать так, чтобы у нас пушилась не строка, а пушился объект. Потому что с объектами нам работать намного комфортнее, нежели чем со строкой. Также, поскольку у нас с вами есть body, у нас с вами также должна быть дата публикации. Сейчас мы просто с вами изменили то, что мы будем пушить. То есть сейчас мы пушим не строку, а пушим объект, у которого есть параметр как body, который является той текст-ареей, которую мы пишем, и дата, которую мы заводим автоматически. И если мы попробуем что-то отправить сейчас, то, как вы видите, мы уже с вами отправляем некий объект. Также, если мы с вами работаем с объектами, то на самом деле нам уже не нужны индексы. Потому что на самом деле в индексе нету ничего такого хорошего. Вместо этого мы с вами можем использовать tweet ID и создать здесь в объектах ID-шники. То есть, например, у первого элемента будет ID 2, а у второго элемента будет у первого ID1, у второго ID2. То есть мы с вами сейчас делаем некую имитацию базы данных. И здесь как ID мы можем пойти несколькими путями. Как самый простой вариант это взять items, точнее единственное, this items.length и прибавлять к ней единицу. Таким образом значение ID всегда будет уникальным. Можно пойти другим способом и сделать, например, math round. То есть при помощи раунда мы с вами делаем число целым и далее точно так же обратиться к map random.
то есть обратиться к рандомному числу и умножить его на 30, чтобы число наверняка было целым. И давайте сейчас это сохраним и посмотрим, что у нас вообще получится в таком случае. Смотрите, у первого элемента ID 1, у второго 2, и если мы сейчас что-то напишем, то вот ID 14, да, у второго ID 19. Конечно, они могут повторяться, ID-шники, и решение с вот такими вот ID, оно не является прям супер хорошим, но опять же мы с вами это все в дальнейшем перепишем. Теперь мы можем с вами создать аватарки. Для аватарок я воспользовался текущим сервисом avatars.dicebeer.com, то есть опять же ссылочка будет в статье, и здесь очень классный API, вы можете отправлять сюда какие угодно значения, буквы и так далее, и вам будет в зависимости от того, какой вы запрос отправили, будет автоматически генерироваться рандомный аватар. При этом генерироваться, кстати говоря, будет SVG-шка. Здесь также есть документация о том, что и как нужно отправить для того, чтобы получить нужный, ну точнее не нужный, а вообще хоть какой-нибудь случайный аватар. Поэтому давайте мы этим воспользуемся. И здесь напишем аватар, обратимся к текущему API. Единственное, я его на самом деле уже посмотрел, то есть здесь один из параметров это то аватарку какого пола нужно выбирать. Я единственное указал здесь male, то есть мужской пол, потому что с женским полом там что-то не совсем комфортно отображается. И здесь как уникальный параметр мы с вами можем написать date now. То есть это будет намного уникальнее, чем использовать math_random. Просто math_random мы с вами потом исправим и сделаем это все более классно, потому что мы с вами это будем получать от базы данных. А вот аватарку мы с вами сейчас напишем, а дальше уже ее трогать не будем. Кстати говоря, здесь я использовал тильду, потому что при помощи тильды можно через ES6 получать доступ к каким-то переменным при помощи знака $. То есть если писать это все через обычные кавычки, то пришлось бы использовать плюсик и так далее. При помощи кавычек, которые на тильде, ну на букве Ё точнее, можно писать это красивее. Так вот, давайте глянем, что у нас получилось. Если мы сейчас обновим страничку и отправим какой-то новый твит, то здесь у нас, смотрите, появилась некая ссылка на аватарку, при этом с Unix штемпом текущей даты. И если мы перейдем по этой ссылке, то вот у нас появилась какая-то случайная аватарка. При этом аватарки будут всегда случайные, потому что время никогда не может быть одним и тем же. Также текущие аватарки нам нужно будет добавить в текущий массив items, потому что здесь-то у нас их еще нету, поэтому давайте мы их добавим. Единственное, здесь нам на самом деле не нужно делать date now, потому что у нас и так элементов, точнее аватарок как 1 или 2 в принципе не будет. Сейчас давайте вот в эту лишку, точнее, помимо того, что мы будем с вами выводить body, давайте обернем в какой-нибудь div, мы с вами точно так же будем выводить картинку, то есть аватарку. Обращаемся к src и пишем tweet.img. Единственное, что нам нужно будет сделать, это забайндить. То есть сказать вьюшке о том, что вот этой src, оно динамическое, потому что иначе он просто передаст сюда строку tweet.img и ничего работать из этого не будет. Alt нам в принципе не нужен. И здесь на самом деле не img, а аватар. Давайте еще кое-что добавим, а именно добавим стиля. То есть нам с вами нужна width 30 пикселей и high точно так же 30 пикселей, потому что иначе SVG-шка растянется на весь дисплей. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, почему-то картинки... вот они появились. Да, все нормально, просто была небольшая загрузка. Отправляем новые твиты, автоматически генерируется новая аватарка. Единственное, что мы с вами забыли сделать, это показывать дату, то есть дату публикации. Поэтому давайте куда-нибудь сюда в спам мы с вами пишем tweet.date, то есть дата публикации твита. Посмотрим. Ну и теперь все, конечно, с точки зрения дизайна все выглядит ужасно, но с точки зрения того, как мы это все написали, все выглядит достаточно неплохо. Давайте подведем некоторые итоги. То есть, что мы сделали в текущем видео? Мы с вами научились работать с формами, научились работать со списками. Более того, не просто научились работать со списками, как это обычно со строками все работают. Мы с вами научились работать с чем-то более реальным, а именно работой с объектами. Мы с вами точно так же поработали с API аватарок, научились получать какие-то аватарки, научились пушить объекты, делать ресеты. Но здесь есть один нюанс, поговорим об этом в следующем видео, но если вкратце говорить сейчас, вот с таким подходом мы с вами не можем расширяться.
Потому что писать все в одном файлике JS это прикольно, когда вы делаете какую-нибудь верстку или да, что-то в таком духе. Но когда у вас все приложение написано на Vue.js, то работать с одним файликом JavaScript это не совсем комфортно. И намного комфортнее разбить все на компоненты. То есть такой вариант, он будет намного комфортнее с точки зрения того, что мы берем да, одно большое приложение и разбиваем его на кучу маленьких файликов. Тем самым работать с этим приложением становится намного комфортнее. Поэтому в следующем видео мы с вами возьмем Vue CLI, перенесем полностью текущее приложение на Vue CLI, плюс добавим логику изменения лайков, там еще что-нибудь добавим, попишем отдельные компоненты. А на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за то, что досмотрели. Весь исходный код на GitHub, и также вы можете его скачать в статье из видео и там же найти полное описание. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео.